Всем привет! Сегодня мы научимся делать бампы, фейды и чейзы экранов в Резолюме. Если не поняли, про что речь, мы будем учиться делать такие вспышки, затухания и перебежки слайсов. Способ подходит для простых композиций, но при желании поможет справиться и с масштабными проектами. Давайте начнем. Переходим в Резолюм, открываем расширенные настройки видеовыхода, создаем пресет и сохраняем. Включаем вкладку Slices. Перетаскиваем эффект в ячейку с самого верхнего слоя. В настройках выбираем черный фон и режим Mask. Как видите, при включении байпаса слайс выключается и исчезает. Давайте заанимируем пресет с перебежками экрана слева направо. Для этого включаем соло режим для первого слайса. Включаем синхронизацию прозрачности эффекта с BPM. Это поможет управлять скоростью наших пресетов и синхронизировать их с ритмом музыки. Открываем вкладку работы с кривыми и выбираем пресет Digital. Копируем эффект 3 раза и переименовываем вкладки для того, чтобы не запутаться. Сейчас прозрачность эффекта управляется кривой, синхронизированной с BPM. Давайте включим метроном, чтобы было понятнее. На первый и третий бит эффект активируется, на втором и четвертом остается выключенным. Давайте делаем так, чтобы эффект применялся только на первый бит. Для этого выбираем яркость на третий бит, двинув точку вниз. Переходим ко второй вкладке и активируем второй слайс. Поднимаем яркость на втором бите и убираем у первого. Повторяем действия для третьей и четвертой вкладки. Первый пресет готов. Давайте создадим второй пресет, но динамичнее. Копируем, открываем каждую вкладку и уменьшаем количество битов. Второй пресет тоже готов. Давайте сделаем, чтобы слайсы двигались от краев к центру. Нам потребуется только две вкладки. Для первой вкладки отключаем режим соло и включаем байпас второго и третьего слайса. Изменяем форму кривой. Для второй вкладки включаем байпас первого и четвертого слайса. Изменяем форму кривой. Еще один пресет готов. Сейчас слайсы меняются резко. Давайте сделаем пресет с плавными появлениями. По логике достаточно скопировать пресет и изменить точки кривой на лайнер. Как видите, это не работает. Нам придется немного схитрить и сделать инвертированный эффект. Изменяем кривую, как на видео, и переключаем слайсы соло на байпас. Давайте теперь сделаем так, чтобы экраны не затухали, а наоборот вспыхивали цветом. Копируем пресет, выключаем черный фон у слайсов, добавляем стробоскоп и вставляем частоту на максимум. И вот еще один пресет готов. Самое крутое в этом способе, что вы можете использовать эффекты переходов резолюма.